Не прячьте ваши денежки по банкам и углам, а храните их в кошельке. Привет, меня зовут Сергей, и в этом видеоуроке мы с вами как раз кошелек и сплетем. Посмотрите, какой яркий, весенний он у нас получится, и очень даже функциональный. В нем можно хранить деньги, он застегивается на пуговицу, и вы можете в любой момент, когда вам денежки понадобились, оттуда их вынуть и на что-нибудь потратить. Ну что ж, давайте приступим. Приготовьте ваш станок. Центральный его ряд снимите, нам понадобится всего два крайних ряда. Открытые стороны столбиков ближнего ряда должны смотреть в правую сторону, открытые стороны дальнего ряда должны смотреть в левую сторону. С центра основу снимите, потому что в процессе плетения кошелек у нас будет вылезать внизу станка, и этому не должна мешать основа. И приготовьте резинки тех цветов, которые вы будете использовать в процессе плетения. Для плетения я буду использовать резинки желтого цвета. Из желтых резинок мы сплетем основную часть нашего кошелька, а крышечку мы с вами сплетем из резинок салатового цвета, или он еще по-другому называется лимонно-зеленый. Начинаем работу с создания дна кошелька, и для этого я буду использовать желтые резинки. Беру одну резинку и скручиваю ее на пальцах в 2 оборота. Накидываю с первого столбика ближнего ряда на второй столбик дальнего ряда, и с помощью крючка это лучше всего делать. Беру еще одну резинку желтого цвета, тоже скручиваю ее в 2 оборота, накидываю со второго столбика ближнего ряда на третий столбик дальнего ряда. Вот так по диагонали. Если у вас резинки плохо тянутся и вы боитесь, что они порвутся, то вы можете не скручивать резинку в 2 оборота, а просто накидывать одинарную. Я же буду все-таки скручивать. Это дает возможность сделать дно более плотным. И таким образом накиньте диагональные резинки до самого конца станка. Последнюю резинку я накидываю. И теперь нам нужно сделать еще один такой же ряд, но чтобы резинки у нас смотрели не в эту сторону по диагонали, а наоборот. Таким образом у нас будут получаться буквы X. Берем одну резинку, скручиваем, как обычно, в 2 оборота и накидываем уже с первого столбика дальнего ряда на второй столбик ближнего ряда. И у нас получилась одна буква X. Теперь берем еще одну резинку, тоже скручиваем вдвое и накидываем со второго столбика дальнего ряда на третий столбик ближнего ряда. И вторая буква X получилась. Делаем то же самое с третьей резинкой, скручиваем вдвое, накидываем с третьего на четвертый столбик по диагонали. И до самого конца станка накидываем такие желтые резинки по диагонали. Итак, весь станок у нас замощен резинками, и это у нас получился базовый слой. Теперь на всех столбиках резинки опускаем вниз, для того, чтобы освободить место для накидывания резинок следующего слоя. А следующий слой уже у нас будет первым слоем. Для него я тоже буду использовать желтые резинки. Вы же, если хотите, например, сделать ваш кошелечек полосатым, то каждый слой делайте разного цвета. Например, сейчас я буду использовать желтый, а вы можете использовать, например, зеленый.
На данном этапе нам нужно накинуть одинарные резинки последовательно на каждую пару столбиков по всему периметру станка. Давайте посмотрим, как это делается. Берем, просто накидываем резинку с первого на второй столбик, далее со второго на третий, с третьего на четвертый, с четвертого на пятый и так далее. До конца ряда накидываем. Теперь переходим к дальнему ряду, накидывая с последнего столбика ближнего ряда на последний столбик дальнего ряда резинку. И по дальнему ряду в левую сторону накидываем последовательно одинарные желтые резиночки. Теперь соединяем дальний ряд с ближним и, получается, замыкаем вот этот прямоугольник. По всему станку у нас накинут еще один слой. Теперь обращаем внимание на боковую сторону столбиков. У нас снизу есть резинки нижнего ряда. На каждом столбике их 4 штучки, кроме крайних столбиков. Здесь, допустим, 2 резинки, здесь 4, 4, 4, 4, 4 и вот здесь опять 2. Точно так же и с другой стороны. Нам нужно захватить резинки нижнего слоя на каждом столбике, натянуть их и с внешней стороны скинуть внутрь. На следующем столбике захватываем 4 нижних, натягиваем их и с внешней стороны скидываем внутрь прямоугольника. На следующем столбике поступаем точно так же. Далее 4 нижних захватываем, натягиваем, скидываем внутрь. Здесь 4 захватываем, натягиваем внутрь, скидываем. Здесь, здесь. И так далее до конца этого станка скидываем 4 резинки нижнего ряда. На последнем столбике 2 резинки нижнего ряда натягиваем и тоже скидываем их внутрь. Теперь разворачиваем станок другой стороной, чтобы открытые стороны смотрели вправо. И повторяем эту операцию, то есть захватываем резинки нижнего слоя с каждого столбика и скидываем их с внешней стороны внутрь. Сейчас мы с вами накинули резинки первого ряда. У нас был до этого базовый, а сейчас мы первый ряд накинули. И его плетем. Далее будем накидывать резинки второго ряда. Ну вот, готово. Опускаем все резинки на всех столбиках вниз, максимально вниз, чтобы не только освободить место для накидывания следующих резинок, но и чтобы мы видели четкую границу между предыдущим рядом и следующим. И сейчас вновь по периметру всего станка накидываем резинки по одной. Это у нас будет второй ряд резинок. Первый базовый мы не считаем. Это второй получается. Последовательно накидываем. Замыкаем этот ряд. Готово. По всему периметру станка у нас резинки накинуты. И теперь, как обычно, захватываем резинки нижнего слоя на каждом столбике, натягиваем их и с внешней стороны скидываем внутрь. Раз, два, три. И так до конца станка поступаем, до конца этого ряда. Теперь разворачиваем станок другой стороной и повторяем эту операцию. Снимаем резинки нижнего ряда с внешней стороны внутрь. Итак, 2 ряда мы сделали.
Таким образом, повторяйте эту операцию и наберите всего 14 рядов. То есть нам осталось 12 рядов сделать. И я советую вам, когда вы сделали один ряд, записали. Сделал. Допустим, 3 циферку написали, так как это третий будет. Еще один сделали, еще циферку написали, 4 и так далее, чтобы вам не запутаться, сколько же вы рядов уже сплели. Или, если вам лень идти за листком и вы не хотите записывать, то вы можете делать так, как я обычно это делаю. Сделали ряд, положили резиночку в сторону. Сделали еще один ряд, еще одну резиночку положили. Сделали еще ряд, третью резиночку. И таким образом соберите, чтобы у вас всего получилось 14 таких резиночек, то есть 14 рядов мы должны сплести. 2 из них мы уже сделали, осталось 12. И я сделаю то же самое за кадром. Итак, я сделал 14 рядов желтых резинок. И посмотрите, у меня кошелек уже начал формироваться. Вот здесь у него довольно плотненькое дно. Возможно, вы испугаетесь и скажете, почему же этот кошелек такой невысокий, всего лишь 2-3 сантиметра. Дело в том, что сейчас резинки натянуты. И поэтому истинная длина и высота этого кошелька нам пока непонятна. Но на самом деле он как раз той высоты, которой и должен быть. Сейчас нам нужно сплести все резинки с одного ряда. И это мы закончим один ряд. А другой ряд будем продолжать. И это у нас будет крышечка, такая закрывашка кошелька. Я ее буду плести из резинок салатового цвета. Но сейчас давайте посмотрим, как же нам нужно завершить вот этот ряд. Берем крючок, захватываем резинки с крайнего столбика, самого последнего, 2 резинки, и накидываем их на столбик, который находится немножко левее. Далее на этом столбике заводим крючок внутрь и захватываем пару резинок, которые находятся ниже. Изнутри их захватываем, вытаскиваем с этого столбика и накидываем на следующий. Теперь на этом столбике заводим крючок внутрь, захватываем нижние 2 резинки, снимаем их со столбика и накидываем на следующий. Здесь поступаем точно так же, заводим внутрь, выводим нижние 2 резинки и накидываем их на столбик, который находится левее. И таким образом проплетаем весь этот ряд до самого конца. Мы дошли до последнего столбика. Вот я на него накидываю пару резинок. И на последнем столбике нам тоже нужно завести крючок внутрь и захватить нижнюю пару, но ее уже нам нужно скинуть на первый столбик дальнего ряда. И здесь опускаем резинки вниз. Теперь вот этот ряд мы больше трогать не будем. На него никакие резинки накидывать больше не будем. А будем работать только с дальним рядом. И сейчас на него нам нужно накинуть резинки салатового цвета. В моем случае просто берем и вот так накидываем последовательно 1, 2, 3 и так далее до самого конца этого ряда накидываем. Разворачиваем станок другой стороной, чтобы нам было легче работать. И на данном этапе нам нужно скинуть резинки нижнего ряда, они желтого цвета, а верхний ряд у нас салатового цвета. Мы захватываем все резиночки. Вот здесь, например, 4 резинки у нас получилось, так как мы пару скидывали с этого столбика на этот. Скидываем с внешней стороны внутрь. И на каждом столбике тоже захватываем нижние пары и скидываем их внутрь нашего кошелька. Это мы сделали с вами сейчас салатового цвета первый слой, а всего нам нужно сделать 10 таких салатовых слоев до тех пор, пока мы не станем делать
отверстие для пуговицы, с помощью которой кошелек будет застегиваться. Опускаем резинки на всех столбиках, с которыми мы только что работали, и вновь накидываем полный ряд салатовых резинок. Это у нас получился второй слой салатовых резинок, и мы скидываем нижний слой с внешней стороны внутрь. Раз, два, и на каждом столбике скидываем. Обратите внимание, что на первом и последнем столбике у нас только одна резиночка, а на всех остальных столбиках по две резинки нижнего слоя. Второй ряд готов. Прежде чем мы перейдем к созданию третьего ряда, нам нужно скинуть с дальнего ряда все резиночки, которые там находятся. Вот эти резинки, мы их захватываем с каждого столбика и просто скидываем. Они не распустятся, потому что они уже у нас качественно сплетены, хорошо сплетены, и поэтому никуда не денутся и никуда не распустятся. Без боязни их абсолютно снимайте. Ну вот, смотрите, у нас кошелечек начал формироваться уже, но он еще до сих пор растянут, поэтому кажется не очень высоким. Но мы с вами продолжаем работу над крышечкой. Мы сделали 2 ряда, и еще точно так же сделайте еще 8 рядов. Всего у нас должно получиться 10 рядов вот этого салатового слоя. Ну вот, 10 салатовых рядов я сплел, и сейчас нам нужно сделать отверстие, на которое будет застегиваться пуговица нашего кошелька. Я бы не хотел делать это отверстие слишком большим, потому что резинки могут растягиваться, и они и так хорошо на пуговицу застегнутся, а большое отверстие не очень красиво будет смотреться. И поэтому мы с вами сделаем отверстие размером всего лишь 1 столбик. Освобождать от резинок мы будем центральный столбик. Он у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 и вот 7 столбик. Именно с него нам нужно захватить резинки, которые на нем находятся, снять с этого столбика их и накинуть на столбик, который находится немножко левее. Замечательно. И вот здесь у нас как раз отверстие для пуговицы и будет. А сейчас нам нужно накинуть еще 1 ряд салатовых резинок, но будем внимательны вот в каком моменте. Сейчас я накидываю 1, 2, 3, 4, 5. И вот здесь мы с вами дошли с 6 на 7 столбик, то есть на пустой столбик мы накидываем резинку, но при накидывании закручиваем ее 8. И следующую резинку тоже накидываем и поворачиваем 8. 2 резиночки 8 у нас повернуты, и они у нас находятся как раз слева и справа от столбика, на котором у нас нет резинок. Ну а дальше накидываем самым обычным способом. Раз. До конца ряда. И, как вы уже догадались, я думаю, нам нужно снять с каждого столбика резинки нижнего ряда. 1, 2, 3. На 7 столбике нам будет нечего скидывать, поэтому мы его пропускаем. Вот он, его пропускаем и скидываем резинки. Здесь у нас 4 получается нижнего ряда. Мы их все захватываем и скидываем. И продолжаем. Сейчас мы сделали после отверстия 1 ряд салатового цвета. Всего таких рядов нам нужно сделать еще 3 штучки. Опускаю резинки
на всех столбиках. И сейчас делаю самый обычный ряд. Накидываем на все столбики резинки ровно, без всяких восьмерок и без чего-либо такого подобного. Самый обычный слой. Это второй получается. И кроме него нужно сделать еще 2. Теперь пришло время завершать этот последний слой нашего кошелька. Давайте посмотрим, как это делается. Захватываем резинку с самого правого столбика, снимаем ее и накидываем на столбик, который находится левее. На этом столбике заводим крючок внутрь, отводим тыльной стороной крючка резинку, которую только что накинули. Изнутри захватываем 2 нижних резинки, снимаем со столбика и накидываем на тот, который находится левее. Уже на нем теперь заводим крючок внутрь и захватываем нижнюю пару резинок, снимаем, накидываем на столбик слева. Здесь теперь изнутри пару накидываем на столбик слева. И так далее до самого конца этого ряда. Плетем, захватывая нижнюю пару резинок и перекидывая на впереди идущий столбик. Итак, мы дошли до последнего столбика, накидываем на него последнюю пару резинок. И на этом последнем столбике у нас сейчас находятся 3 резиночки. Нам нужно их сейчас закрепить на еще одну резинку. Мы берем резинку, заводим крючок внутрь последнего столбика, накидываем на крючок резиночку, вытаскиваем ее сверху, и из нее нам нужно сделать петлю, проведя одну часть этой резинки внутри другой части этой же резинки. Петля у нас получилась, и нам ее осталось лишь затянуть. Теперь со всех столбиков снимаем получившуюся конструкцию, и кошелек у нас практически готов. Единственное, что нам осталось, это пришить пуговицу. И сейчас мы посмотрим, как это делается. Вот такой кошелек получился. Вот здесь находится по центру отверстие для пуговицы. Все отлично, все замечательно. И такой момент. Посмотрите, как вам больше нравится, когда кошелек вот в таком положении, или попробуйте его вывернуть. Может быть, вам его вид тогда покажется более симпатичным. Мы выворачиваем его и попробуем закрыть. Вот такой вариант, может быть, будет поинтереснее. Кстати, вот эту петлю, чтобы она нам не мешала, можно куда-нибудь вплести. Я завожу крючок в какие-нибудь петельки, которые находятся на крышечке кошелька. Завожу, захватываю вот эту петельку и внутрь ее вплетаю. Вот так. Она нам теперь не будет особо мешать. Теперь я возьму пуговицу. Я использую вот такую в виде яблочка. Я ее купил в ближайшем магазине, где продаются нитки и иголки, и там же разные пуговицы продаются. И такой цвет очень подходит по стилю к нашему кошельку, тоже салатово-желтый. Эту пуговицу мы с вами будем пришивать вот сюда. Для этого возьмем резинку того же цвета, что и цвет основы, желтый в моем случае, скрутим ее в 2 оборота и просунем внутри отверстия пуговицы. Так, и теперь сделаем из этой резинки петлю. Захватываем одну часть и проводим внутри другой части этой же резинки, скрученной вдвое. Теперь мы ее будем пришивать непосредственно к основе кошелька. Для этого заводим крючок изнутри и выводим примерно в том месте, где у нас должна оказаться пуговица. Если хотите, вы можете вот так померить, где дырка находится, и туда же примерно засунуть крючок. Вот сюда. Накидываем теперь ту резинку, которую придерживаем пальцем, выводим изнутри, придерживаем пальцем
И еще раз заводим крючок, но уже вот с этой, с внешней стороны. Захватываем эту петельку и выводим вот здесь, с лицевой стороны. Теперь эту петлю нам нужно накинуть на пуговицу. Так. Накидываем. И все. Пуговица у нас отлично закреплена. Ну что ж, можно теперь попробовать, как наш кошелек пристегивается. Вот здесь у нас отверстие. Я уже говорил, что не стал делать его слишком большим, потому что оно очень хорошо растягивается. Засовываем сюда наше яблочко. Все, наш кошелек готов. Я надеюсь, что вам очень понравился этот урок, и вы сделаете себе такой кошелек. Кстати, посмотрите, когда он сделан всего лишь из двух цветов, то он смотрится очень стильно и хорошо. И не обязательно там всякие разные цвета использовать, можно два абсолютно замечательно. Попробуем, как сюда входят денежки. Замечательно входят и замечательно там остаются и хранятся. Ну вот, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если вам понравился этот урок. Пишите в комментариях ваши отзывы, впечатления и советы. И до новых встреч. Пока.